Всем привет! Буду начинать новую торговую сессию. На прошлой торговой сессии я не очень хорошо закончил торговлю. Были нарушения, превысил свой лимит на день. Даже немножко больше, наверное, на этом остановлюсь. У меня был лимит на день $5 должен был остановиться. Но, к сожалению, меня сразу же размазало. На последней сделке стоп-лосс не сработал, и меня размазало еще на $2. То есть у меня примерно был уже переубыток, или не знаю, как это назвать, еще на $2. После этого я немножко не выдержал и зашел на еще одну сделку и потерял примерно на это нарушение еще где-то долларов 10, наверное. После этого прекратил стрим, ну, все завершил, прекратил стрим и как-то не смог смириться с тем, что я на своей глупости много потерял, и поэтому, кстати, вот сейчас мои сделки, если оно подгрузилось, будет видно. Вот, кстати, да, вот здесь. Вот примерно вот эти сделки. Меня было примерно, я не смог смириться, скажем так, с тем, что я натупил и очень сильно начал нарушать. Была повышенная опасность слить депозит. И, к сожалению, уже после стрима, точнее даже не стрима, а после записи видео торговой сессии я зашел еще одну, уже чисто не под запись, зашел по Трампу. И, наверное, просто в этот раз мне повезло, и я отбил свои потери. Вот, кстати, здесь, я думаю, на видео все видно. И время, в которое я заходил. Или здесь не видно, но это все вот, видно, вот время есть. Все буквально было через 20 минут после того, как я, или даже через 10 минут после того, как я закончил торговую сессию. И у меня получилось отбить, так что сейчас у меня на балансе 120. И риск на сегодняшний день также $5, примерно 4% от депозита. Стоп-лосс у меня на одну сделку примерно 1,2 доллара. Так что будем сейчас смотреть, искать монеты, в которые будем заходить и открывать сделки. Так, давайте сразу посмотрю. Так, у меня здесь в вкладке все настроено, все есть, готово. Нужно найти только монетки и добавить их, чтобы за ними следить. Так, откроем скринер и начнем искать. Так, вот, кстати, очень сильно летает монетка iOst. Не знаю, правильно ли произношу название, но в любом... Ой-ой-ой, это, кстати, новая ума. Прямо сейчас стреляет, нужно быстренько ее добавить. Как я говорил ранее в других торговых сессиях, мне нравятся вот такие монеты, которые... Это что, прям первый... Это первая свеча на моменте сейчас растет. Сколько здесь был рост? 18%. Так, тут если буду заходить, то только на очень маленький. Так, ну тут такое случается очень редко, когда находишь импульс прям в самом начале. Давайте откроем часовик, посмотрим. Вот здесь, кстати, есть уровни, возле которых, возможно, цена сейчас остановится. Ой-ой-ой, это слишком быстро все идет. Так, давайте немножко шаг цены я могу уменьшить. Кстати, вот я открыл на половинку своего объема, но у меня могло сейчас размазать. Нужно посмотреть, насколько она закрылась сделка.
примерно на минус 30 центов. А тогда нормально, кстати. Если это правда, оно сейчас... Да, меня закрыло вообще на очень маленькую часть. Тогда отлично. Тогда отлично. Очень часто на таких волатильностях может сильно размазать. Нужно посмотреть. Мне вот эта монетка уже очень сильно нравится для торговли. Нужно только дождаться и посмотреть, куда будут, скажем так, заманивать толпу. И давайте открою монетку и IUST. На другой вкладке также она мне нравится, что... Ну, кстати, да, она очень сильно ходит. Пусть сейчас вот цена и замедлилась возле уровней таких там, поддержки какого-то сопротивления, но в любом случае волатильная монета сегодня. Так, смотрим еще. Тут по ума я жду просто еще несколько свечей, чтобы собрать какую-то информацию, куда вот здесь, куда цена пойдет. Сколько тут? Просто одна свеча 3%. Вот эта маленькая свечка, ну точнее вот эта тень даже, это 3% движения цены. У меня стандартный стоп это процент. То есть тут просто какие-то нужно точно заходить на меньший объем, чем обычно. И смотреть, смотреть. Тут бы я обшортил, наверное. Зайду на маленький стоп. Так, вот примерно, кстати, не, нужно, наверное, еще на меньше заходить объем. Я зашел в шорт на такое чувство, что я здесь еще и на большую позицию занял. Нужно стоп-лосс ставить дальше. Посмотрим. Как мне кажется, точно должна еще сходить ниже. Сейчас я в моменте... Не, меня походу выбьет. Но вот так вот немножко увеличу стакан, чтобы было наглядней. Кстати, вот небольшой здесь был объем, который брали. Возможно, от него люди заходили в лонг. Но тут также все очень быстро происходит. И я думаю, здесь торгует в основном тоже вот такие какие-то скальперы или те, кто прям очень быстрые монеты любит. Ну, тут вообще ничего не мешает, просто сделать какой-то импульс и откатиться прям сюда же и выбить тех, кто лонгует. Возможно, я реально рано зашел и с маленьким. Так вот меня и выбило. Так, что у меня здесь 18. Если будет какой-то импульс перехай, я бы зашел на маленький объем еще раз. Но это, наверное, последний, потому что у меня есть правило, ну, типа, не перезаходить несколько раз. Если все, монетка, все, открылась. Ой, стоп. РРР. Все, вот тут идеально. Если здесь также словлю стоп-лосс, в эту монетку я больше пока ближайшие, ну, как минимум на этой торговой сессии, торговать не должен. Так,
Посмотрим. Тут у нас все, в принципе, отлично. Просто цена плавно идет вниз. Пока особо не вижу возможности там торговать. Нейроэфир. Еще и какой-то нейроэфир начал ходить. Давайте добавим его, посмотрю поближе. Нейроэфир. Вот здесь. Так, есть. Сразу смотрим по процентам, он сильно ходит или нет. Вот этот небольшой отскок, примерно 2%. Довольно хорошо. Кстати, также он мне тоже больше смотрится в шорт. Потому что, как минимум, у меня возникает чувство, что ну, вот этот весь рост, это просто не должно на нем было все закончиться. Должен быть еще какое-то продолжение. Типа, меньше вероятно, что просто мы вкатаем его. И думаю, возможно, с такой логикой, возможно, я плохо сформулировал, но такое чувство больше, что общая тенденция направлена вверх. Если будут давать дальше зайти с маленькими стопами в лонг, то тут могло набрать много количества людей, лонгистов. И чтобы их побрить, нужно будет вниз сходить. Но вот здесь в идеале, чтобы еще так немножко цена постояла, и я зашел бы в шорт. Тут у нас отлично все смотрится. Но мне не особо нравится, что прям медленно цена вот здесь остановилась. Хотя, кстати, если цена опустится вот сюда даже примерно куда-то, то тут будут перезаходить в лонг, я бы сказал. Да, есть вариант импульсного движения. Меня что сейчас выбьет. Выбьет даже. Да. Ладно, не получилось на вот этой. Логика, наверное, была неверна. Просто 11% за это маленькое движение такое. Так, эту монету я пока больше торговать не буду. Сколько у меня тут? 17 у меня. Ой. Нужно быть осторожней, потому что я сейчас буквально несколько минут поторговал и уже мог достичь лимита на день. Тут у нас сделочка, тут мы смотрим в лонг. Ну, точнее, я жду немножко еще движения в лонг, а потом планирую зайти в шорт. По скринеру у нас сумма первое место. Угу. API3 начал двигаться. Давайте добавлю его, посмотрю. Так, ой, он тоже на хаях прям сейчас летит. Тут, кстати, еще какой-то разрыв. Все, так, кстати, переоткрыл график и пропал вот этот разрыв. Смотрим, есть ли тут какие-то уровни. Уровней прям рядом нету. Поэтому сейчас она просто летит. Возможно, какие-то круглые цифры, от которых люди шортили. Также прям ничего такого для точки входа я пока здесь не вижу. Тут мы ждем. Тут также в идеале видеть какой-то слом вот этого нисходящего. При сломе нисходящего канала большинство начинает заходить в лонг. Ищет точки входа для лонг, старается зайти с маленькими стопами. Если сломает вот этот нисходящий, скажем так, такой тренд, то я посмотрел бы примерно вот здесь точку входа в шорт. Так. Полигон. Его несколько лет не видел, чтобы он двигался как-то. Давайте посмотрим его. Так, полигон. Мой любимый. Нет, кстати, у меня к нему такое приятное чувство. Он мне всегда нравился, этот блокчейн.
Раньше много играл всякие play-to-earn игры. На прошлом был ранее, на нем куча проектов запускалась. И очень много приходилось с ним взаимодействовать. Так что мне он, в принципе, симпатизировал. Он был довольно быстрый и, самое главное, для таких проектов дешевый. Полигончик. Тут мы посматриваем. Тут нужно ждать, и тут нужно ждать. Это что? Тапи. Посмотрим. Где тут зона поддержки какая-то очень далеко еще. Сколько там? 3% падать. Быстро это не будет. Так, что у нас тут? DeFi еще какой-то. Блин, от последние дни очень много монет начинает стрелять. Такое чувство, что начался альт-сезон, потому что стреляют ну, все подряд. Начинается от какого-то полигона, там заканчивается Мубарак. Там, я вообще не знаю, что это, что-то новое вышло, наверное, в этом цикле. По крайней мере, раньше я не видел. И случайно сбила строчку. Все отлично. Так, DeFi. Блин, все так летит. За всем хочется смотреть на AP3. Вот здесь, кстати, мне картинка не особо нравится. Тут нету никаких зон поддержки, сопротивления, уровней. Поэтому давайте вот здесь поменяем на DeFi вот этот. DF. И посмотрим, что на нем. Тут также только сейчас, 3 минуты назад выстрелил. Интересно. Сколько процентов он дал? 3%, примерно по проценту свеча, но чуть уменьшалось. Так, больше тут такого. А по объемам кто-то Ума выбился в топ по объему. Маск. Маск начал расти, токен. И Доги. Это сегодня ночью они там с Трампом ругались сильно. И на этом фоне, кстати, токен Трамп сильно падал. Я там ночью наблюдал за ним. А Маск вот наоборот, кстати, в день вот выехал, начал расти. Возможно, кстати, вот это... Сколько это было? Это 9. Ну нет, еще они еще ночью раньше начали. Там в Твиттере какие-то переписки устраивать. Так, буду наблюдать пока. Смотрим. Ну, пока, потому что я вижу, нужно просто ждать. Полигон? Это полигон? Стоит 20 центов. Он у меня в моей голове должен стоить доллар. Я его года 2 назад по доллару покупал, продавал. Чисто, ну, как я говорил, на вот этих всяких плейтерн проектах. Тогда прям и хайп был на нем. Но я знаю, что люди готовы за него, по крайней мере, в тот момент были платить по доллару вообще без проблем. Это 5 иксов.
Тут, к сожалению, я хотел собрать, чтобы вот здесь стопы, но походу без меня все это произойдет. Так, сколько у нас здесь в процентах ходит много. Ой, просто вот эта свечка на 4%. Так, нужно ждать. Тут пока все. Ну, прямо сейчас никаких очень интересных моментов не вижу. Нужно только ждать. И если появятся какие-то сетапы, в которых, как мне кажется, я понимаю, то тогда уже искать точку входа. Вот тут, кстати, возможно, все-таки будет вот этот слом тренда, который я говорил. Что-то такое есть зачатки. Тут интересная ситуация. Но здесь я помню, что я не особо хотел торговать пока в ближайшее время. Так как я здесь получил только что два стопа, но продолжаю наблюдать, так как это сейчас самый волатильный график на данный момент. Ой, полигон вот это не стрел? Нет, это чисто полигон. 2% за буквально 5 секунд. То приятно так, за таким наблюдать. Хм. Смотрим. Возможно, кстати, наверное, мне нужно перенести вот этот график, чтобы был повыше. Я могу как-то это сделать, чтобы вот эти два были ниже, а вот этот был выше. Так, 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 сейчас. Ой, блядь. И стакан. Кстати, не, во-первых, непривычно, но такое чувство, что так даже лучше будет. Просто потому что смотреть на уровне глаз мне будет более комфортно. Но, наверное, нужно еще немножко его растянуть. Довольно неплохо. Ну, блядь, нужно так все сделать, потому что вот, когда переключаешься на это... Будем смотреть. Так, хотя, наверное, давайте пока немножко времени есть, пока я просто наблюдаю за монетками. А, вот здесь... Ой, так стопы не собрали. Не собрала, начался откат. Поэтому, в принципе, моя логика еще сохраняется. Заходить примерно вот здесь где-то. Так, и давайте так и сделаю. Тут-то у нас оранжевый какой-то цвет. Просто поддублируем вкладки и... Так. И цвет оранжевый вот такой.
Полигон летит просто. Круто, классно. Так. Ой-ой. Я вот этого немножко не понимаю. Так, тут графики нужно подправить. Я не понимаю, почему она сбивает. Так, тут 5-минутка, тут часовик, все нормально. Окей. Понимаю, почему она сбивает настройки, немножко стакана другие ставит. Так, что у нас здесь происходит? Блин, я немножко путаюсь, нужно доделать. Нужно доделать. Все 5 графиков так перестроить. Давай. Сейчас дальше буду так делать. Дублировать. Дублировать. И дублировать. Так, третья монета. Цвет голубой. Это я просто переношу монету на вот эту вкладку. Угу. Потом немножко подправлю график, чтобы оно все красиво там выглядело. Но это чуть позже. Вот это 3. Закрываем. Следующее белый цвет. Белый, белый. Так. Так, график мы потом подправлю я. И оранжевый. Оранжевый. Все оранжевые, значит. Так что монета 1 улетает у нас. Монета 2 улетает. Все, и все 5 монет есть. Так, теперь немножко подправить их. Но, кстати, да, это пока немножко непривычно, но я привыкну. Чтобы оно было выше и на уровне глаз. График. Так, тут 5-минутка, тут часовик. Блин, такое чувство все же нужно немножко растянуть, потому что... Давай так, по какому вообще принципу его растянуть? Давай примерно вот так. И все тогда придется вот так сделать. Просто основная информация, которую я собираю и захожу в сделку, это происходит на минутке. И мне в теории, чтобы график минутный был больше всего нужен. Так, 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 тут все хорошо. Тут-то, кстати, пока пробой не случается вот этой наклонной. Это наша монетка, которая летает. Но я пока не вижу, как ее торгануть. Возможно, здесь в шорт бы зайти, но мало пока факторов. Поэтому
Мы так делать не будем. Давайте посмотрим, может, что здесь новое. Ума, нейроэфир, полигон. Ничего прям нового. Нет, не начало двигаться. Ладно. Дальше наблюдаем. Вот, кстати, полигон, он мне что-то не очень нравился вот здесь. Он, да, типа, как график, типа, летает нормально, но мне не нравится, что, не знаю, то, как он ходит. Это как-то может странно прозвучать, потому что я перед этим, наоборот, сказал, прям большое движение, быстро, отлично. Но я здесь не вижу возможности, как его обыграть. Типа, казалось бы, там подойдет к какому-то какой-то зоне поддержки, можно зайти в лонг, но, блин, значит, как будто бы уже страшненький откат, чтобы лонговать. И поэтому я не сильно понимаю. Тут мы просто ждем. Тут просто остановилась цена на хаях. Тут нужно ждать какой-то расторговки, чтобы уже... Сколько, кстати, в процентах? А в процентах тут 1% примерно движения, так что... Так что нужно просто ждать, пока начнется движение в какую-то сторону. Вот здесь, кстати, идеальный, как по мне, вариант. Это какой-то импульс вот здесь. Небольшая остановка буквально там на минут 2-5. И я бы заходил бы в шорт с этого момента. Вот, кстати, пробить 94 вообще было бы кайф. Чуть выше 94 я бы заходил бы с большим удовольствием. Тут пока у нас стоит все. А вот здесь, кстати, интересный момент. На таком волатильном графике, если цена вот прям уже сколько, 5 минут стоит практически на месте, может быть распил. В процентах что тут? Да вроде как 2%, но это с этого нижнего, а в моменте тут процент ходит. Может быть и распил. А давайте подумаем, в какую сторону будет логичнее распил. Например, если цена пойдет вниз, начнется страх, но будут ли здесь люди заходить в шорт? Кстати, возможно будут рассчитывать на больше падения. А если начнется распил вверх, начнет вот сюда пробивать, лонговать здесь страшнее, потому что есть какой-то наклонный уровень, от которого цена может остановиться. То есть в теории, чтобы пробило вот этот, если будет распил, как мне кажется, то по уму сразу выбить вниз, а потом уже пойти наверх. Так что если начнется какой-то плавный поход сюда, возможно, вот здесь можно попытаться зайти в лонг. И так, на какой объем? На какой объем? 2%. 2% это на пол объема. Так, на пол объема. Так что нужно не упустить момент, потому что вот здесь, но я же говорю, желательно, чтобы не очень быстрое было движение, такое немножко плавное, примерно минуты на 2-3. Было бы хорошо. Вот тут, кстати, если начнется пробой вот этого канала с импульса, это будет хороший знак для лонгистов, что можно начать заходить. Также продолжаю следить за той. Тут-то ждем. Тут-то тоже ждем. А полигон мне не нравится. Так, ничего больше другого не появилось в скринере. По объемам. Все, кстати, а почем биток? 105 почти. 105. Так, начал я со 120. Блин, я не сделал скриншот. Забыл. Ну да ладно.
все, в принципе. Тут ничего, просто нужно наблюдать и ждать. Тут как минимум двумя сделками еще точно пахнет, скажем так. Буду ждать. Здесь. Давай, ну выбей ты вот эти 194. Но тут я тоже просматривал больше шорт. Я просматривал больше шорт, для этого цена должна пойти вверх. Полигон так, пока не посмотрим, переименую пока вкладки. Да, я напишу. Монета 1 и скопирую, чтобы быстрее было. Я пока так, кстати, в каждой торговой сессии немножко настраиваю терминал под себя. Потому что... Тут я не изменил. Потому что еще не сделал себе прям так, чтобы очень удобно. Посмотрим. Не, ну вот тут должен быть распил. Вот это я не считаю, что здесь прям выбило шортистов каких-то. Хотя в процентах она нормально, но не. Давай вот сюда движение. Кстати, теперь возможно и быстрый, потому что прям, как мне кажется, немножко изменилось. График дольше постоял. Нужно наблюдать. Тут у нас, кстати, случился прям явный пробой, но немножко не такой, как я хотел. Я хотел немного, чтобы пробило и началось какое-то плавное движение. Тут буквально такие два импульса были. Ну, с другой стороны, стопы тоже нужно собрать те, кто шортили. А шортили, кстати, за круглые числа, но за 4 аж никто, я думаю, не ставил. А за 5, 39,5 их собрали. Будем смотреть, как здесь цена будет дальше ходить. Опа. Опа. Процент. Так, как я и хотел, но... Не знаю. Не знаю. Мне хотелось бы, чтобы пробивало его плавно. Чтобы давало возможность зайти тем, кто хотел лонговать. А вот в эту палку мало кто мог зайти. Но вот здесь уже страшновато заходить в лонг, потому что цена остановилась, начался откат, так что лонгисты, я бы не сказал, что прямо сейчас заходят активно. Плюс глобально здесь тоже могло заходить в лонг, так что может спокойно и пойти на пробой вот сюда, куда-то там вниз. Так что эта монетка у меня тоже пока скип. Осталось три, за которыми наблюдаю вот это и вот, блядь, кстати, случился. Зайду тут на вот так, на небольшой такой объемчик. 1,2 стоп. Вот тут вот так. Все, посмотрим. 2% стоп-лосс, ну, точнее 1,9, примерно 2. Если... хотя, блин, я мог не считать один факт. Я мог не считать. Я забыл, что в принципе график растет, и вот здесь могло заходить намного больше лонгистов. То есть сейчас вся логика моей сделки была заключена в том, что здесь заходили и шортисты, чтобы их побрить, но не было прям никаких таких плавных движений вниз.
Поэтому я не особо уверен в правильности этой сделки. Но с другой стороны, если вот это все выкупит и начнет вот здесь где-то стоять, ну, хотя ой, то я что-то очень много хочу, 6% движения. Хотя оно вот 5% 2 минуты было. В принципе, такое может. Если вот здесь выкупит и начнет вот здесь стоять, то я бы сказал бы здесь могут начать заходить в лонг, смотря как нарисуют. Насколько уверенные свечи, насколько будет все выкуповываться, но это теория. А по факту, что мы видим, остановилась на минимумах, и те, кто вот здесь заходили в лонг, вот здесь, скорее всего, просто перезашли. И по идее я сейчас стою в ту же сторону, что и толпа. А это плохо. А тут стоит такой вопрос в голове. Просто закрыться и забрать $0,5 убытка. Либо же, либо же уже сидеть и с надеждой, что отыграет менее вероятный сценарий. Наверное, нужно закрыться. Так, я купил, значит, нужно продать. Хочется немножко по лучшей цене закрыться, но ладно, все, закрылся просто по рынку. Потому что ситуация мне здесь не очень нравится. Так, настройки ордеров. Так как я просто посмотрел под другим углом, и мне показалось, что все же здесь может еще быть сквиз. У меня вот здесь стоял стоп-лосс, и примерно вот сюда вообще сходить там ничего не стоит. Тут все довольно хорошо идет. Да и здесь, кстати, неплохо. Нужно еще подождать. Эти две монетки мне уже не нравятся так. Ту-ту-ту. Порт 3 какая-то монета начала расти. Просто буду ждать. Посмотрим, даст ли точку входа на нейроэфир вот этот. И здесь, блин, что-то так страшновато. Кстати, если прям выкупят вот это все движение и примерно подойдут вот сюда, то уже будет такое лонговое настроение, я бы сказал, примерно вот в этом диапазоне. Ну, буду смотреть. А вот здесь меня просто-напросто напугали. Эх, ну как раз на прошлой торговой сессии говорил об этом. Бывают такие ситуации, когда просто зашел, все по стратегии, как говорил, но потом как-то так ведет себя график, что я сам себе дорисовываю то, чего еще нету. И начинаю либо доливаться, либо выходить, и идет цена просто в мою сторону. Но, кстати, все равно вот здесь, пока я еще не закрылся, я же хотел take профит примерно вот здесь где-то брать. Так что если бы сейчас вкатает и закроет меня, типа в теории закрыла по стопу, то, возможно, я все верно сделал. Посмотрим. Также буду наблюдать. Это тоже такая не прям стандартная ситуация для меня.
Интересно посмотреть, как она отыграет, какой исход будет. А сколько же вот здесь стопов? Все вот это движение, все, кто заходили в лонг, вот здесь стопики поставили. Эх, я их не соберу. Какой же сложноватый вот это график. Казалось бы, вроде как уровень какой-то есть поддержки, сопротивления и ничего такого. Но глобальный, как мне кажется, глобальное настроение здесь больше лонговать. Поэтому, кстати, было бы круто, если бы реально вот здесь куда-то подошло и опустилось вот назад в эту зону. В зону такой будь тут было бы зеркальный уровень, могли бы нарисовать уровень поддержки. Короче, прям вот здесь много бы начало лонговать, но только после движения вверх какого-то и отката. Хм. Смотрим дальше. Наверное, вот, кстати, просто на вот этих, которые мне уже не особо интересны, попытаюсь открыть, еще найти какие-то графики сам. Мгм. Мне пока не нравится. Давайте посмотрим топ по росту. Маск. Но Маск я помню, он просто да, плавно рос. Блин, на часовике, кстати, он прям 30% роста дал. Интересно, что прям перед вот этим ростом был просто резкий сквиз. И всех лонгистов побрили дружно. И был сквиз на сколько? Ну, процентов на 10. А 10% сквиз, это побрили все до какого? До пятого плеча примерно. Очень сильно. Или там даже может до 10, но я не знаю, не уверен. Так. Хочется шортануть. Но я не уверен. Я не вижу прямо здесь. Не, наверное, не нужно. Он на хаях. На хаях, в принципе, много кто хочет шортить. О, вот это, кстати, ума. Вот там у нас она открыта, на в другой вкладке наблюдаем пока. Это что? ICX. CX. Кстати, подошло к какому-то уровню. Ну, можно там начать рисовать. Уровни поддержки всякие. Но все равно тут пока особо лонгово она не смотрится. LA. LA, кстати, уже более такой сильный уровень. Но я не знаю, будут ли от него заходить в лонг. Давай посмотрим, что вот здесь происходит. Часовик, в принципе, уверенно растет, но вот есть какие-то проливы, что уже
начинают сомнения, будет ли дальнейший рост. Поэтому, возможно, здесь уже не так активно лонгуют. А такое мне не нравится. Это знакомый. Все, понял, что это за график. Грасс. Ой, какое сильное падение. И прям к уровню, но еще прям не идеально к уровню поддержки. Но в любом случае такое чувство, что здесь могут хотя бы какие-то откаты ловить. Но тут сам график не особо волатильный. Вот это все падение, это примерно 1–1,5%. Вот это все большое падение. Уже 1,5, да. Да. Поэтому был бы он намного волатильнее, тут бы можно было бы ловить откат. Ну, точнее, искать. Чтобы люди искали откаты, я заходил в шорт. Но там он не так сильно ходит. Вот аниме. Кстати, в каждую торговую сессию открываю вот этот график аниме. Он уже дня 4 в топе по росту. Но постоянно его не было. Прям ситуации, которые я хотел бы отторговать. Очень своеобразно ходит, я бы сказал. Так. Тут у нас собрало стопы, да? Да собрало, по идее. К сожалению. Блин, снова. Странные чувства. Вот снова остановка цены. Тут можно думать по-разному. Казалось бы, такой какой-то нисходящий канал может сейчас начать пробиваться. Пойти вверх, глобальное настроение также наверх. Но с другой стороны можно зайти в шорт с маленьким плечом, так что это тоже кого-то смотивирует шортить здесь. И я не знаю, куда она пойдет. Интересно. Так. Тут еще может быть в теории точка входа, если сейчас будет рост, но... тут уже испортилось. Я не знаю, что здесь должно случиться, чтобы я заходил. Но пока не интересно. Что это полигон был, пробил. Понятно. SPX сколько это в процентах? Кстати, наверное, не так-то и много дал. Получается, я активно сейчас слежу только уже за двумя. За вот этим тут может интересное случиться в каждый момент. Но я не понимаю. Ой, не понимаю этот график. Искренне нужно. Я прям чувствую, что здесь есть возможности. Просто боюсь заходить вот здесь толпой. Тут можно зайти и в лонг, зайти и в шорт. А просто куда сразу будут выбивать, я не знаю, не могу это сейчас предсказать. Поэтому я боюсь.
Ой. Похоже, лонги тут шортиста выбивать будут. Тут хотя бы 2% если даст, вот 30-35, то всех выбьет точно. Почему в 35 остановилась? Интересно, как будет дальше себя вести. Будет ли какой-то резкий вкат или просто остановка цены? Оп. Ну, в теории тут те, кто шланговали, сейчас могут закрывать свои позиции. Те, кто шортили, перезаходить будут или нет, не знаю. Но страшновато сейчас шортить, потому что может просто быть импульс дальше вверх. Хм, интересно. Я, возможно, даже шартанул, если будет какой-то откат, его вкатает на пробой 403. Но будет пробой, если не очень прям быстрый. Потому что сейчас уже такое чувство, что можем будет полететь. Но для этого нужно, чтобы еще откат вкатали назад вверх. Там примерно 2% будет, чтобы побрить. Да, будет. 2%. 2% это, кажется, примерно 20 плечи бреют на вот таких волатильных. В идеале, конечно, я понимаю, должно там быть 5%, но на практике это не так. Смотрим, смотрим. Давай еще одну минутку, пожалуйста, так же нарисуй. Поставил небольшую лимитку, скажем так, зайти. Мне кажется, вот здесь те, кто хотят словить рост, ну, типа, как еще один какой-то импульс, там рост могут пытаться заходить. Возможно, еще и очень близко поставил, но я поставил на половину своего объема. Так что у меня стоп будет 2% примерно. Эй, куда откат? Откаты мне не нужны. Так, пока уберем, потому что немножко идет не так, как я подумал. Я думал, меня импульсом заберет, но до меня так и не дошло.
Да блин. 2% вниз. Кстати, если сейчас вкатает и снова вернется выше 1,4, то будет прям хороший знак на лонг. Будут ли люди здесь заходить в лонг? А нужно еще какой-то прям сильный такой свечу вверх. Ай, нравится мне этот график. Давай. Просто жду импульс вверх, чтобы те, кто сомневается, заходить или там пытаться ловить дальнейшее движение или нет, начали заходить в лонг. Но здесь остановка, значит, здесь также, в принципе, дают зайти. Но только кому? Такое чувство, что немножко уже пугают. Если пойдет вниз, то только быстрыми движениями. Медленно, и я очень сильно сомневаюсь, потому что на медленных движениях будут давать зайти шортистам. Медленные движения не приветствуются. Ой-ой-ой, сейчас еще минутка сменится, 2 зеленые свечи будут. Давай, вторая зеленая, пожалуйста. Тогда я точно зайду в шорт. Так, тут мы ничего не упускаем. Тут, в принципе, стоит на месте. Тут какая-то фигня происходит. Два процента вот этого места это где? Это 4,16. Хм. Я думаю, даже если здесь шортисты заходили, чтобы их быстренько выбить, то это 4,16 должно быть. Поставлю примерно на это значение лимитку. Я просто чувствую, что здесь нужно зайти в шорт. Хочется зайти в идеальном месте. Возможно, это, как всегда, сейчас без меня полетит. Или попытаться зайти с одним перезаходом. То есть, если я сейчас вот здесь зайду, если вдруг меня выбьет, ладно, не, лучше тогда заходить вообще не буду, чем в плохом месте. Эти 3% можно взять движение цены спокойно. Ладно, ждем хорошее место. Так, ну, хотя, может, пока уберу заявку, потому что если сейчас будет просто какой-то жесткий импульс вверх, который не будет давать лонгистам зайти в лонг, может цена и не остановиться и дальше вверх полететь.
Здесь немножко пугает, кстати. Так что может быть импульс вверх. Не, давай, давай, пожалуйста. Начни рост и дай мне возможность хорошо зайти. По скринеру у нас. По скринеру ничего нового. Кстати, все те же монетки LA. Что-то сильно упало. Что-то начался тот сценарий, который я говорил, что мне не особо нравится, когда плавно цена начинает двигаться вниз. Тут есть возможность зайти в шорт с небольшим плечом и с небольшим стопом. Точнее, с небольшим стопом. Я просто жду какое-то движение вверх. Мне кажется, много таких. Я жду, чтобы зайти в шорт. И мне кажется, если реально цена собралась идти дальше вниз, то движение небольшое наверх только выигрывает в любом сценарии, потому что при движении вверх мы выбиваем шортистов, которые здесь зашли. Также те, кто ждут какого-то признака, что будет дальше движение в лонг, они начнут заходить. И в любом случае, если цена реально будет дальше двигаться вниз, то очень хорошо сделать небольшое движение вверх. Даже, кстати, уже и, наверное, возможно без перехая. В идеале с перехаем. Так. А если цена начнет двигаться, например, будет дальше двигаться вверх, то тогда нам нужно только быстрое движение вверх, без особо каких-то плавных движений. Понял. Не будет откатика вверх. Просто 6%. Потому что я не зашел вот здесь. Ладно. Ну, я бы здесь и не закрылся, кстати. Возможно, только часть бы поставил закрыть. Кстати, вот здесь можно сказать, что сломался вот такой тренд. Он даже начал зеркально двигаться. Поэтому, возможно, здесь начали загонять лонгистов. Ой-ой-ой, фу, блядь. У меня свет немножко чуть не упал. Так. Не знаю, так, ну, в принципе, здесь будет отмена сценария, только если еще разок цена сильно упадет, то здесь я уже не рассматривал пока сделки. А вот здесь... Вот здесь нужно какое-то больше чутка информации. Я бы хотел бы заходить вот здесь, выше примерно это. DF. DF, это, кстати, у меня она осталась или вот это? А у меня она не осталась. Нужно открыть. Там какое-то движение началось. Будем смотреть. Хотя я хотел еще и в магаз сходить. Пока светло.
Мгм. Хочется зайти с небольшим стопом, примерно в процент. Наверное, так и сделаю. Блин, тут плечо слетело, пятое. Точнее, оно не слетело, это что, DF, кажется, была монетка. Можно просто выбрать все и установить максимальное плечо. Так, здесь я хотел зайти на 120. Теперь я могу все? Да, процентик. Отличная сделка, пусть будет. Так, порт. Мгм. Ой, жалко отпускать такой график. Не, ну, тут, кстати, при любом подходе в эту зону люди начнут лонговать. Это 6% движения цены. Так что туда тяжеловато вести именно какими-то медленными движениями. Тут-то все хорошо. Так профит примерно будет за примерно процент. Вот это примерно 43-33. Мы ставим профит лимиткой, как я уже раньше говорил. 2,718 монет. Я не понимаю, тут может брать, пытаться ловить какие-то не такие глобальные движения. Потому что я тут пытаюсь прям понять общую тенденцию движения, но в моменте цена просто проходит какие-то 2-3%, которых тоже можно взять неплохой профит. Кстати. Я бы здесь заходил в лонг, если немножко начнется какое-то маленькое движение вниз. Ну, прям очень плавное.
снимают нормально. Небольшая проверка. Уже морально, кстати, подустал, так что нужно немножко заканчивать. Но, во-первых, у меня вот здесь сделка открытая, так что точно нужно дождаться, ее запись не отключу, по крайней мере, пока она не остановится. Возможно, отойду в магаз, оставлю просто терминал открытым. А вот тут у нас... Так, и сколько мне взять движение? 2% примерно. И закрываться нужно в токенах 89. 2% это примерно вот здесь. Я смотрю, она примерно и ходит такими категориями по 2%. Так, давай примерно закройся по 316. Вот тут вот профит поставлю. Решил все же здесь брать более такие небольшие движения. Так, потому что прям глобально я могу там проанализировать, проанализировал, там точку входа не дало. Глобально здесь очень сложно, потому что график очень волатильный. Буду пытаться брать какие-то небольшие маленькие движения. Тут зашел в шорт, потому что показалось, что в моменте может быть какая-то вот здесь зона поддержки, от которой можно заходить с небольшими стопами и потенциально брать движение вверх. Ну, тут глобальные движения, все направлено вверх, и, как мне кажется, больше играет лонгистов. Поэтому я, кстати, жду даже что оно и вот сюда подойдет, но наглеть не буду, поэтому. Так, а если посмотрю, тут даже больше, чем то. Ну, закроет меня этим сквизом, нет? Я, похоже, хочу брать больше, чем 2% или нет. А нет, кстати, еще и довольно нормально.
В принципе, довольно нормальная, довольно нормальный профит поставил. Он даже может импульсами ниже сходить, пробить вот этот. Ну же, дай, пожалуйста, импульс и закрой меня. Будет хорошая профитная сделочка. Кстати, вот этого момента про 1% это примерно сюда. Возможно, лучше поставить тейк за 3.09. Ну, забери же, ты прям возле меня. Все отлично, забрала меня. Правда, как-то очень медленно. Я ожидал больше каким-то импульс вот здесь увидеть, но похоже, тут какие-то другие планы. Так, и вот здесь, что у нас тут сделочка, кстати, идет довольно хорошо. Тут примерно 1 к 1,5 у нас соотношение, да? Сейчас то поменяют $1.20, профит. Ну да, примерно 1 к 1,5. Наверное, тут она очень такая не волатильная, прям не очень быстро ходит. Поэтому я, наверное, оставлю сейчас вот здесь график и пойду схожу, куплю продуктов в магазе. Вот так. Просто оставлю, чтобы было записано, как она закроется, откроется. Сейчас у меня, кстати, сколько на балансе? 19 примерно, то, с чего начинал. Немножко меньше. И если эта сделка закроется в плюс, то будет прибыльная торговая сессия. Ну, глобально, кстати, мне она нравится, и я бы здесь так все и оставил. Так что так, все, пока отключаю микро и пойду схожу в магаз.
Так, оно до сих пор не закрылось. Да. Позиция одна у меня открыта. Что нужно только ждать. Это, кстати, долго уже запись идет. Тут это, наверное, пока на данный момент самая длинная торговая сессия. Я не вижу здесь нигде прям сколько сейчас идет запись. Ну ладно. Так, а тут-то какие-то, может, интересные моментики пока здесь еще. Вот тут идет к тейк-профиту. Тут вообще пришло все. Пошло как угодно, но только не так, как я думал. Почему она подсвечивается оранжевым? Эй, почему она подсвечивается оранжевым? Как будто сделка открыта. У меня здесь сделка не открыта. Я не понял. Это что такое? Я скопировал эту конфигурацию у какого-то человека. Ой, я случайно свой take profit убрал. 2,718. Так. Ух, это я не понял. Так, там было 35, кажется, вот здесь. Примерно так. Но я не понял прикола. Стоп, по DF. А я зашел по какой? Я и зашел по DF. А, блин, тут я понял. Просто конфигурации, те, которые я просто скопировал, и вот 5 вкладок, которые я настроил, они все равно немножко синхронизированы, так как написано эфир, здесь есть и стакан эфира, а открытая сделка, в которую я зашел. Я подумал, это вообще того человека как-то подвязалось, которую я конфигурацию когда-то давно скопировал. Но нет. Опа. Идет к профиту. Интересно, быстро подойдет или нет. Думаю, просто смотреть мне еще. Маск, кстати, Маск, походу там сильный откатик по Маску. А, стоп, это тот тренд, который... Не-не-не, кстати, а что там по тренду, который должен был сломиться, и я хотел его торговать? Вот он, я хотел выше вот здесь зайти в шорт. Эх, сколько дало? 3% уже. Вовремя пошел в магаз. Ну ладно, я не мог предсказать, что будет настолько быстрый рост. И, если честно, я даже забыл про эту сделку в моменте. Точнее, про этот график. Ну да, ладно. Ну, в любом случае, кстати, здесь можно было бы уже без убыток переводиться. А ты тут не шути, давай, подойди, пожалуйста, к тейк-профиту. И закройся, наконец-то.
Блин, да тут уже нужен импульс вверх. Цена очень долго стоит. Вот, кстати, на 4, в принципе, даже и можно и выше. А вот сюда какой-то импульс. Тут бы я зашел, наверное. Так, я хотел открыть монетку маска. Там я увидел, сильно она падает. Нужно посмотреть. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Это что такое мы видим? Прикольный график, как вам? Просто. Здесь и криптовалюта. Сколько? 30% вырос, 30% катал. Походу там Трамп дал какой-то ответ Маску. Или Маск сам себя засадил. Не знаю, и вот эти всякие политические игры. Прикольно просто наблюдать со стороны. Но лезть туда особо желания никакого нету. Сколько вот здесь 2% движения цены. Тут если заходить, то только на полобъема. Стоп, стоп, стоп. Да, я хотел стоп передвинуть. Стоп передвинул, случайно заявку еще поставил. Так, нужно стакан увеличить. Я подкрался здесь какую-то маленькую заявочку в шорт. И можно мне примерно 2%, это вот тут где-то. А, кстати, 2,8. Крутое круглое число, за которое я бы закрылся. Выставляюсь я в монетах. 20... вот 20 монет у меня, кстати, есть. Это на 60. Вот тут. За 2,8, да? Тут, кстати, уже 21 монета, поэтому нужно все же ставить в монетах. Вот здесь, кстати, еще и соотношение 1,5 где-то, как я люблю. 2% есть сюда? Да, даже 2,6. Вообще отлично. Эх, блин, возможно и стоп будет. Ну ладно. Кстати, вот здесь у нас так и не закрыло, небольшой откат начался. Я боюсь скринер открывать. Тут такой волатильный график, он может в любую секунду дернуться и закрыть позицию. Стоп. Кстати, вот Вине. Не знаю, как правильно, открою его. Это я хотел бы сохранить. Вот это уже не актуально. Будем называть Вайн. Будем называть Вайн. Ой. Красиво. Красиво. Но не понимаю, как его торговать. Ты же можешь просто дать импульс. Закрыть меня и гуляй. Куда хочешь, туда иди. В теории тут могли зайти с маленькими стопиками.
Какой рост? Просто давай минутную свечу вниз, и все будет хорошо. Ты побреешь лонгистов, те, кто здесь захватили с маленьким стопиком, потенциально хотели взять большое движение. Половина профита. Еще такое же движение, и вообще круто, классно. Все. Тейк. Кстати, и думал, возможно, немножко дальше поставить, потому что ждал, что будет сквиз. Но сквиз был не такой большой, так что, в принципе, все нормально. Вот так вот. Так, тут у нас остановилось. Маск падает. Опа. Так, походу ко мне приехали. А ну сейчас, секунду, сейчас подойду. Так, то просто кто-то в домофон позвонил. Это было не ко мне. А зачем? Тут уже было возле профита. Почему оно развернулось? Но с другой стороны, если бы оно закрылось раньше, я бы не взял сделочку по маску. А она мне принесла, я чувствую, прям хорошо. Кстати, давайте сейчас посмотрим, сколько она мне. Маск. $2. Да, $2. Круто, классно. Тут, кстати, даже вот сюда 4-4. Перенесу чуть ближе стоп-лосс, потому что там уже, если пойдет сюда, то заберет, скорее всего, и выше все. Вот так. Что тут маск у нас падает? Ой, сильно падает. Это просто какое-то бешеное ускорение изменения. 7% просто летит. Только я не знаю, куда вниз. Очень сильно. Сколько он стоил? Почти. Почти 3,8. Сейчас 2,8. То, конечно. Да. Блин, у меня нету никаких особо источников, чтобы посмотреть, что там случилось такое. Может, это Луна как 2:0? Не знаю. Так. Ничего вроде прям здесь ценного нету. Ума падает, маск падает. Тут просто в любой точке нажимай шорт и забирай деньги. Возможно, вот здесь еще будут перезаходить. Кстати, 2,6. Это 2,6 или лоб? Лоб? Я не вижу. Я не понимаю.
Можно... А, это и был часовик. Сейчас увеличу немножко график. А, она его уже пробила. Мне кажется, ли тут люди просто ждут хоть какой-то откат. Типа, ну не может же она падать вечно. А оно может. А оно может. А тут можно очень легко и обосраться, так что нужно максимально осторожно в такие моменты торговать. Началось бритье. Кстати, можно, пожалуйста, мне назад в доллары? Я бы, наверное, даже таблицы размера ордеров быстренько восстановить. Я бы, наверное, попытался даже зайти. Заберите меня. Вот здесь заберут. Блядь, без меня сейчас полетит. Тут можно было лонгануть. Будет еще одно такое падение какое-то. Вот, кстати, минутка новая, красная может начаться. Блядь. Не забрало меня. А я знал. Да как знал? Это все вероятности, но... Начнет так же вкатывать, как прошлая свеча. Если да, будет круто. И уже снова профит был бы. Эх. Ладно. Что тут у нас? Тут у нас просто установка. Здесь просто не забрало меня. Нужно запомнить, что лучше покупать по стакану, а не лимитками заходить в такие монеты, когда они летают прям очень. Открыл небольшую сделку. Чувствую, я сейчас за это и поплачусь. Да. Не нужно было. Это уже было, скажем так, чисто как на фома. Так, если и это закроется сейчас по убытку, то...
то я начал творить какую-то фигню. Блин, я же захотел на меньшие объемы, я забыл, я сейчас зашел на нормальный объем. Так, так, так. Я начал нарушать, кажется мне. Вот я и потерял все, что заработал на маске, и даже немножко больше, да? Кошелек 117 было 119. Угу. Блять, я начинаю творить хуйню. Здесь я не должен был заходить вообще. Ой, так, нужно собраться, нужно собраться. Вот сейчас по-хорошему просто закрой вот эту сделку и все. Ну, раз я уже зашел, закрыть очень сложновато. Да. Я понял основную, кажется, ошибку. Ну, именно по точкам входа, не по тому, что, в общем, я сейчас заключаю много сделок. Во-первых, нужно зайти на меньший объем. Стоп, стоп, так, стоп. Вот так вот. На меньший объем зашел. Вторая ошибка, я пытался шортить. Тут такое чувство, что в лонг тоже не особо прям верят. Нужно подождать хоть пару минут. Да ну не, закрыть меня не должно. Ну, закроет.
Ой, вот тут какая хорошая точка входа для входа в лонг. 2%. 2% это сколько? Это примерно 80. Где-то здесь. Или нет? Или это процент? Так, у меня стоп 1%. Нужно быстренько, быстренько. Просто настолько волатилось, и я сейчас 2%. Это примерно там, где я поставил take profit. Ну да, кстати, на графике видно. Так, я уже сейчас могу случайно превысить свой ежедневный стоп-лосс. Блять, пиздец. У меня просто сейчас стоп не сработал, и все улетело. Просто минус 20 бачей в моменте. Я просто сейчас потерялся. Давай в монетах. Блять, без меня.